Привет, друзья! В предыдущей серии с третьей попытки все-таки удалось завести этот самодельный турбореактивный двигатель, собранный с металлолома. Но несмотря на то, что все там как-то крутилось и вертелось, какой-то полезной тяги с него взять пока невозможно, так как у него нет того самого реактивного сопла. Ну а по технической части я тоже там был очень много чем недоволен. Все там что-то шипело, дымило, шли какие-то странные пузыри. И со всем этим, конечно, стоит разобраться. Но сегодняшняя серия будет посвящена не этому. Любой создатель, инженер или ученый, создавая подобные машины, мечтает обложить их с ног до головы датчиками и исследовать все необходимые параметры. И это не просто так. Ведь только четко понимая все внутренние процессы, можно довести изделие до своего какого-то технического максимума. А в ближайшее время я как раз и собираюсь повесить на этот двигатель реактивное сопло и начинать получать первую тягу. И первый же вопрос, который возникает, как ее мерить? Да, придется создать какие-то уникальные весы, а точнее тягомер. И вообще я хочу создать целую приборную доску, куда выведу все интересующие меня параметры. Да, у меня, конечно, есть там парочка манометров, но чтобы их увидеть, нужно бежать чуть ли не в Китай. И это означает, что сегодня мне нужно будет создать несколько уникальных и необычных штуковин. Поехали! Благодаря вашей спонсорской поддержке я закупил кучу необходимого оборудования, а именно модули Mega 2560 – это микропроцессоры аппаратной платформы Arduino, ну или, проще говоря, миниатюрные компьютеры, заточенные под технические цели. Также я к ним взял LCD-дисплеи, чтобы выводить значения. Ну и, естественно, для любой измерительной системы нужны различные датчики. В моем случае были куплены несколько датчиков давления, высокоточный датчик температуры, рассчитанный на 120 градусов, и высокотемпературный датчик, рассчитанный до 1200 градусов, так называемая термопара. Я думаю, вы уже догадываетесь, куда я ее собираюсь поставить. Ну давайте начнем по порядку. Как я уже ранее говорил, самая чувствительная система для реактивного двигателя – это система масла. Его давление нужно постоянно контролировать. Вот на масляной магистрали у меня уже есть тут манометр, и прямо рядом с ним вот здесь я хочу врезать датчик давления. Но просто установить датчик и подключить всю систему недостаточно. Для того, чтобы это все заработало, нужно создать программу. Именно она и управляет микропроцессором. В этом деле я, конечно, не профессионал, и, должен признаться, я потратил очень много часов, программируя все эти модули. Были напечатаны просто тысячи строк программного кода, и еще приблизительно столько же времени потрачено, чтобы это все было налажено и работоспособно. Но тут, как говорится, упорство и труд все перетрут. Давайте посмотрим, что получилось. Подключаем модуль, и вуаля, у нас есть электронно-цифровой манометр. Давайте я сейчас подам давление масла и сравним его показания с физическим манометром. Оба манометра показывают приблизительно одно и то же, значит, система работает отлично. Раз уж мы занялись системой масла, следующим прибором, который я хочу сделать, будет температура масла. Чтобы термометры было проще отличать от манометров, их контур я буду делать красного цвета. Шкалу данного термометра я сделал от минус 20, так как у нас на носу зимние соревнования, и размах шкалы сделал 120 градусов, так как это предел измерения нашего датчика. Давайте посмотрим, как все это функционирует. Датчик я подогреваю зажигалочкой и смотрим на стрелочку. Ну что ж, все работает изумительно. Следующие два прибора, которые я хочу сделать, это давление топлива и давление в камере сгорания. Да, конечно, у меня на эти параметры уже есть манометры, но они находятся где-то вообще на Камчатке, и приходится ставить отдельную видеокамеру, чтобы посмотреть, чего они там вообще показывали. Датчик давления топлива, думаю, будет удобнее всего врезать вот в эту трубочку, приблизительно вот сюда. Эти миниатюрные датчики давления бывают разного номинала. Именно на топливо я хочу поставить на 10 атмосфер. Так как практика показала, что в ближайшем будущем придется поднимать давление керосина, чтобы наращивать мощность двигателя. Датчик давления газов в камере сгорания я также установлю параллельно манометру на той же самой воздушной магистрали. И вот два следующих цифровых манометра готовы. Кстати, должен сказать, что все свои манометры и термометры я предварительно откалибровал с применением сверхвысокоточных эталонов. То есть мои электронные приборы в десятки раз точнее всего, что можно найти в обычной бытовой жизни. Ну что ж, давайте теперь проведем опробование. Включил топливные насосы, и мы видим, что показания физического электронного манометра полностью сходятся. Теперь в регулятор топливного давления я подам воздух, чтобы увеличить давление топлива.
Чтобы проверить манометр давления воздуха в камере сгорания, я просто пистолетом буду подавать воздух прямо в датчик. Как мы видим, оба прибора работают просто изумительно. И вот пришло время освоить наш высокотемпературный датчик или термопару. Как вы, наверное, уже поняли, мерить она будет температуру выхлопных газов, но стоять она будет перед турбиной. Эти показания крайне важны, чтобы не расплавить турбину. На следующем дисплее я расположил сразу два прибора. Первый – это температура выхлопа турбины, размах которой я сделал 1200 градусов, потому что это предельная температура термодатчика. И второй прибор – это вольтметр, а точнее это показатель остаточного заряда батареи. Его шкалу я сделал узкой, от 9 до 14 вольт, поэтому это больше не вольтметр, а индикатор остаточной энергии аккумулятора. Ну что ж, давайте уже попробуем поджечь и опробовать термопару. Здесь все в порядке. Давайте проверим вольтметр. Снизу находится у меня блок питания со стрелочным вольтметром, а сверху мой электронный индикатор. Как мы видим, здесь все в порядке и показания точно совпадают со стрелочным вольтметром. Следующая плата, которую я запланировал сделать, это тахометр. Это крайне важный для нас прибор, он будет измерять скорость вращения турбины. И с самого начала я понимал, что это будет крайне непростая задача. Дело в том, что все стандартные простые технические варианты способны измерять максимум до 30 тысяч оборотов в минуту. Мне же нужно было создать шкалу минимум на 100 тысяч. Мне, конечно, очень повезло, что на металлоломке я нашел электромагнитный датчик скорости вращения турбины. Но вся проблема запчастей с металлоломки в том, что они всегда как-нибудь сломаны. Разумеется, и мой датчик скорости был тоже неработоспособным. Дело в том, что у этого датчика есть разъем, в котором спрятана согласующая плата. Именно она-то у меня и была сломана. Я, конечно, попытался ее вскрыть, как-то отремонтировать, но эти попытки не увенчались успехом. Поэтому этот разъем я просто отрезал, и необходимо было сделать собственный вариант согласующей платы. И, честно говоря, я перепробовал много различных вариантов. Были такие, и вот такие, и даже вот такие, и много еще всяких других вариантов. Все эти схемы по различным причинам не давали 100% удовлетворительной работы. Но как-то раз, роясь в запчастях, рассматривал одну из плат и нашел там одну очень интересненькую микросхемку. Она была настолько малюсенькая, что мне аж потребовался микроскоп, чтобы прочитать ее надписи. Но пусть ее размеры не вводят вас в заблуждение, у нее внутри спрятался целый город из различных компонентов. Это так называемый операционный усилитель. Именно ему и предстояло спасти все дело. На базе этой микросхемы сделал небольшую плату, которая сразу начала показывать удовлетворительные результаты. Мало того, устройство получилось настолько чувствительное, что датчик чувствовал даже просто приближение руки. Теперь, когда все технические проблемы были решены, из маленького двигателя я сделал что-то вроде электромагнитного стенда, чтобы создать своему тахометру правильную шкалу. И с применением частотомера откалибровал свой тахометр с идеальной точностью. Что еще интересно во всем этом деле, что моя согласующая плата оказалась раз в 5 меньше, чем американская родная с завода. Ну что ж, давайте посмотрим, как все это работает. На свою согласующую плату я еще установил малюсенький светодиод, который будет срабатывать при каждом обороте. Теперь я собираюсь проверить работу своего тахометра с помощью электронного лазерного тахометра. И как мы видим, работает все отлично. Я был очень доволен, что победил этот сложный вопрос. И последний прибор, который я запланировал сделать, это тягомер. У меня есть вот такой вот газлифт, который вышел из строя. На его основе я и собираюсь сделать измеритель тяги. Что такое тягомер? Это своего рода весы, на которые будет давить вся ракета. И тут обычные напольные весы, на которых вы взвешиваетесь дома, не подойдут, так как тут необходима быстрая реакция и измерение мгновенных значений. Поэтому мне и пришлось колхозить что-то свое. Суть моей задумки заключается в том, что этот газлифт я превращу в гидроцилиндр. Надавливая на него, в нем будет повышаться давление масла.
и датчик давления будет его фиксировать. Вообще я сказал бы, что измеритель тяги – это, пожалуй, главный прибор на всей моей приборной доске. И именно по его показаниям мы и будем настраивать и искать максимум этого двигателя. Поскольку диаметр моего пневмоцилиндра довольно-таки мал, датчик давления я буду использовать аж на 100 атмосфер. Этот гидроцилиндр нужно доверху залить маслом, чтобы внутри него была незажимаемая среда. И теперь можно вернуть датчик давления. Ну вот все и готово. Теперь его нужно проверить на прочность. Для этого я положил его на пол и встал всем своим весом. И как мы видим, конструкция получилась довольно-таки прочная, никаких проблем здесь нет. Теперь эти гидравлические весы нужно, так сказать, откалибровать. Ну, чтобы они правильно показывали. Но, к сожалению, весового эталона у меня нет. Поэтому я взял 5-литровую баклажку, налил в нее сколько-то воды и взвесил электронным тельфером. Затем я эту 5-литровку поставил на свои весы и в программе ввел поправочные коэффициенты. Для более точной калибровки я взял бутыль побольше. И, в принципе, проделал то же самое. Давайте посмотрим, как эти весы работают. Когда я надавливаю на шток, мы видим, что стрелка четко отрабатывает показания и показывает силу, с которой я надавливаю. Ну а сейчас я покажу вам, как ваши домашние весы точно не смогут. Я запрограммировал модуль, чтобы он работал в режиме самописца, то есть чтобы он мог фиксировать и записывать мгновенные значения. И как вы можете видеть, эти весы способны фиксировать не только силу, но и мгновенные миллисекундные удары. Этот параметр называется быстродействие, и не каждое оборудование способно похвастаться такими параметрами. Ну что ж, теперь этот тягомер можно установить на ракету. Весь смысл измерения тяги заключается в том, что всю ракету я собираюсь подвесить, то есть она как бы окажется в невесомости, и упру этими весами в стену. Когда двигатель будет развивать свою тягу, мы сможем зафиксировать силу, с которой двигатель давит на эти весы. И в таком применении это уже и будет не весами, а тягомером. Далее, чтобы создать приборную доску, я взял какую-то доску, а точнее фанерку, и вырезал из нее необходимую мне форму. И теперь на ней можно разместить все наши свежесозданные модули. Смотрится это довольно-таки неплохо, но давайте включим это все и посмотрим, как все работает. Ну, друзья, я считаю, что получилось очень красиво. А когда я выключил свет, мне вообще показалось, что нахожусь на каком-то космическом корабле. Куча всяких приборов, ничего не понятно, но очень красиво. Датчики, конечно, пока еще не подключил, поэтому стрелки бесятся как сумасшедшие. Еще к этой панели я хочу сделать зумер, то есть звуковое устройство, которое будет подавать определенный сигнал, если какой-то из параметров выходит за критические значения. Я нашел вот такую вот портативную Bluetooth-колонку. Внутри у нее, конечно, ничего не было, но здесь исправные динамики. Это как раз то, что мне нужно. Я взял миниатюрный контроллер, в который запрограммировал несколько сигналов, и усилитель на одном транзисторе. Вот, собственно, и вся начинка для моего зумера. Ну что же, пришло время поставить эту приборную доску на ракету и подключить все необходимые датчики. Включаем питание ракеты и вуаля! Какая красотища! Далее нужно провести опробование всей системы, скажем так, по месту, вкупе со своими агрегатами. Но, разумеется, как это и бывает, что-то пошло не так и пришлось прям по месту допиливать программы, чтобы все работало как надо. Но это нормально, это так называемые пусконаладочные работы. Ну вот, все готово, давайте проведем опробование. Тестировать я их буду в той же последовательности, что они и создавались. Поэтому первое на очереди – давление масла. Тут нареканий никаких нет, все работает как надо. Следующая на очереди – температура масла. Подогреваю зажигалочкой датчик. И оп, есть срабатывание. Как вы видите, загорелся восклицательный знак и заработал зумер. Следующий по списку – давление топлива. Идеально.
Давление в камере сгорания сейчас проверить никак не получится, потому что для этого нужно запускать двигатель. Но я не сомневаюсь, работать он будет, потому что я его уже проверял воздухом. Далее температура турбины. Этот прибор тоже с аварийным режимом, и на 900 градусах тоже должен заорать зуммер. Последний прибор из этого ряда – это остаток заряда аккумулятора. Он просто проверяется вольтметром. Следующим я собираюсь опробовать тахометр. Ну и самый последний по списку – это тягомер. Он уже откалиброван, поэтому я просто проверю, что все работает. Ну вот, собственно, друзья, приборная доска полностью готова. И перед запуском двигателя осталось сделать один маленький нюанс. Высокотемпературный датчик нужно установить на турбину. И тут хочу обратить ваше внимание, что я устанавливаю датчик не за турбиной, а перед ней, так как основная цель вообще этого измерения – это не расплавить колесо турбины. Поэтому-то у меня и срабатывает зуммер на 900 градусах. Ведь за эту отметку мне уже ни в коем случае нельзя переходить. Ну что ж, пришло время запустить двигатель и получить первые данные. И, друзья, вынужден еще раз повториться. Пока не установлено ускоряющее реактивное сопло, никакой тяги у этого двигателя нет и быть не может. Данный запуск я сейчас провожу, чтобы опробовать все новые приборы, разобраться в различных режимах работы и исследовать внутренние процессы в этом двигателе. Измерение тяги сегодня даже не планировалось. Сейчас я попробую запустить турбину со всеми своими научными приборами, которые покажут, что там вообще происходит и какие вообще режимы протекают. Самое мне интересное, конечно, узнать, какое давление в камере сгорания и какие у нас обороты. То есть, что является холостым ходом для этой турбины и до каких оборотов все-таки мы уже умеем ее раскручивать. И чтобы завести турбину, практика показала, нужно сперва турбину прогреть. Пока вот эта вот центральная часть турбины не прогреется, ну, чтобы масло стало жиже, крутилось лучше, турбина не заведется. Поэтому сейчас я ее как бы запущу, но заводить до конца не буду. Просто будет прогревочный, так сказать, цикл. Итак, что мы имеем? Температура масла поднялась до 30 градусов. Помнится, у нас она завелась, когда масло было в районе 50 градусов. Температура турбины колебалась между 700 и 800 градусов. Ну, понятное дело, когда турбина крутится медленно, пламя там получается много, а воздуху мало. Поэтому температура высокая. Я хочу сюда поставить видеокамеру, которая будет просто записывать, что показывают все эти приборы. Потому что, когда запускаешь, просто нет времени за всем этим наблюдать, за всем этим следить. Я просто слушаю, чтобы не было тревожных всяких сигналов. А за показаниями пускай следит отдельная камера. Потом отдельно спокойненько можно будет посмотреть, какие режимы протекали, что да вообще да как было. Ну ладно, сейчас я дам турбине немножечко прогреться, чтобы температура передалась в эту центральную часть. И тогда мы ее с легкостью заведем. Все, центральная часть турбины прогрелась. Пока это происходило, я установил видеокамеру, которая будет следить за приборами. Ну, чтобы потом можно было спокойненько дома проанализировать, что там вообще было, что происходило, какие были обороты. И установил еще одну небольшую видеокамеру, точнее фотокамеру с возможностью видео, чтобы, ну, посмотреть, что здесь будет, где там течет что-нибудь, дымит что-нибудь. Ну что ж, начинаем запуск.
Испытания шли просто замечательно, пока не случилось ЧП. Ну вот, собственно, для этого и нужны всякие испытания, чтобы понять и определить такие вот проблемы. Что здесь вообще произошло? Ага. Шланг перегрелся. Да, он очень горячий. И его отсюда выплюнуло. Интересненько. Так, значит, с пластиковым шлангом нужно будет что-то придумывать. Но это не страшно. Это можно сделать. В общем, друзья, хотите верьте, хотите не верьте, но я ее раскрутил до 80 тысяч оборотов. Вот тахометр показывал 79, в какой-то момент, ну, по видеокамере потом посмотрим, было 80 тысяч оборотов в минуту. Это первый раз, когда я смог замерить вообще обороты. И, в общем, я боюсь, шкалы на 100 тысяч может даже в будущем и не хватить. Ведь в дальнейшем я буду наращивать мощность, будем закидывать больше керосина, мощнее насосы ставить. Возможно, шкалу придется даже перекалибровать. Но вообще сам факт 80 тысяч оборотов в минуту, это, конечно, ужас. Температура даже на максимальной мощности была где-то до 800 градусов. Что вполне даже нормально. А на самой большой мощности, на удивление, температура даже упала до 700. Но так не будет, когда будет стоять форсажная камера. Чем больше мы будем раскручивать турбину, тем выше будет температура, потому что у нас будет здесь стоять реактивное сопло. А оно будет турбину затормаживать, поэтому температура будет расти. Ну ладно, до этого мы еще дойдем. Я очень рад сегодняшним испытаниям. Температура масла уже 70 градусов. Давление топлива держалось нормально. Вот давление в камере сгорания я забыл посмотреть. Ну ладно, видеокамера все засняла. По ней будет все видно. Вот скриншот показаний, когда двигатель был на холостом ходу. Давление масла должно быть от 1 до 2 атмосфер. В нашем случае 1,7. Тут нареканий никаких нет. Температура масла просто не должна заходить за отметку 100 градусов. Если в будущем во время долгих запусков это будет происходить, придется делать дополнительный масляный радиатор. Но пока такой проблемы нет. Следующее – давление топлива. На холостом ходу у нас 2,5 атмосферы. Это очень мало и говорит о плохом качестве дисперсии. Это как раз объясняет, почему на холостом ходу периодически в камере сгорания тухнет пламя. В нашем случае лучше убрать одну лишнюю форсунку, но поднять давление топлива. Ну то есть, чтобы повысить качество аэрозоли. А вот далее интересно, давление в камере сгорания 0. Ну мы с вами, конечно, понимаем, что оно не нулевое. Просто с нашим размахом шкалы такое маленькое давление мы просто даже не можем зарегистрировать. Следующая – температура выхлопных газов. Здесь мы видим показания в 600 градусов, что считается очень комфортным режимом для турбины. Ну а вольтметр нам сейчас вообще мало интересен, он просто показывает, когда сядет батарея. Теперь интересненькое – тахометр. Выходит, холостой ход для этого двигателя уже 26 тысяч оборотов в минуту. Вообще я предполагал, что холостой ход этой турбины будет в районе 30 тысяч. Ну, выходит, я не так уж сильно промахнулся. Давайте посмотрим, что у нас было на максималке. Так, что тут у нас? Давление и температура масла без изменений. А вот далее интересненько. Давление топлива выросло с 2,5 до 3 атмосфер, что недостаточно. Я напомню, что в баке у меня стоит регулятор, и давление должно подняться минимум до 4 очков. И как мы здесь видим, топливные насосы просто не справляются. Они просто не могут прокачивать такое количество керосина. С топливным насосом однозначно что-то надо делать. Далее, давление в камере сгорания 1,3 кг на сантиметр квадратный. Для этого двигателя, честно говоря, это очень скромный параметр. Чтобы повысить давление в камере сгорания, нужно уметь создавать давление топлива, что опять приводит нас к слабенькому топливному насосу. Поехали дальше. Температура выхлопных газов. Здесь мы видим отметку в 700 градусов, что по-прежнему считается комфортным режимом для турбины и говорит об удачно сконструированной камере сгорания.
Ну и последнее – это тахометр, то есть скорость вращения турбины. 79 470 оборотов в минуту. Ну а вообще, так-то между нами говоря, эту турбину я мечтаю раскрутить до 120 тысяч. Вот тогда-то это будет силище. 80 тысяч оборотов в минуту. Для того и нужны были все эти измерительные приборы, чтобы понять, что здесь происходит и как оно вообще там работает. К сожалению, я не смог сегодня вывести ее на холостой ход. Похоже, у меня форсунки холостого хода забились. Потому что без системы зажигания, а это вот дополнительная подача керосина, на холостой ход она у меня не выходила. Значит, надо будет чистить форсунки. Поэтому на сегодня у меня все. Я благодарю спонсоров, которые поддерживают и участвуют в проекте, которые, собственно, поучаствовали в создании этого чуда. Ну, а с вами, друзья, я прощаюсь. Как всегда, жду ваших комментариев, советов, интересных мнений. И до встречи в следующей серии.